Всем доброго здоровья! Вы на канале «После травмы». С вами, как всегда, Дмитрий и Екатерина, и мы начинаем очередную тренировку. Всем привет! Екатерина опять на Сейшелы ездила. Да, что-то как-то зачастило. Не думайте, канал не закрылся, он продолжает работать. Так вы видео выходили, все как положено. Ну, это были нарезки, да. Всем привет! Вот. Ну что, начинаем? Да. Начинаем. Ты мне дай задание, а там почитаешь вопросики. Ну, что это тебе задание? Я тоже буду делать. Ну, хорошо. Так, что мы делаем? Мы начинаем наше упражнение с правильного исходного положения. То есть это спина прямая, макушечка тянется вверх. Если вы сидите в коляске, на стуле, на кровати, то попытайтесь соблюсти углы 90 градусов в коленных суставах, стопы плотно прилегающие к поверхности, там, к полу, например, либо к подножке коляски, и обязательно в обуви. Да, если вы выполняете стоя наши разминки, значит тоже спина прямая, макушка тянется вверх. И желательно подкрутить немножечко таз вперед для прямого положения в поясничном отделе. Что мы начинаем? Мы начинаем сегодня с малоамплитудного движения и сбрасывания наших плечевых суставов вниз после того, как подняли их вверх. Выполняем это движение до 20 раз. Да? Раз, два, 3, 4, 5, 6, потом 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Хорошо. Делаем круговые движения плечами двумя вперед 15 и назад 15. Работаем сейчас без утяжеления. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 5, 11, 12 по привычке, 13, 14, 15. А вот теперь 15 назад. Помним про наши лопатки, которые движутся по спине к позвоночнику от позвоночника, максимально встречаясь возле позвоночника и как будто зажимая монетку. Фух. Хорошо. Далее добавим разогрев в грудную клетку. Как будто нас кто-то толкнул в грудную клетку, при этом она ушла максимально далеко, наши лопатки разбежались по спине, плечи ушли вперед. Затем как будто нас кто-то толкнул между наших лопаток, у нас грудной отдел ушел вперед, плечи ушли назад. Так, достаточно спокойный темп. Пока. У меня была прошлая неделя кардио полностью. Ты устроил себе кардио? Да. Раз. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кстати, Дальше. вообще настолько удобно. Включаешь тренировку, смотришь и делаешь. Это просто фантастика. Не надо ничего думать, придумать. Обалденно. Я сам включал свои тренировки и занимался по ним. Просто безумно классно. Если честно, настолько удобно. Класс. Мне нравится. Я довольна. Надеюсь, и вам тоже удобно. И еще раз повторюсь, внимательно следите за всем, что говорит Катя. Не пропускайте ничего, потому что много делает упражнений, упуская всякие моменты, нюансы, и уже упражнение получается Другим. незачем. В основном. Так, ну что, а мы продолжим. Отвлеклись немножко. Руки, представьте, что вы держите в руках гантельки. Прижмите, согните руку под угол 90 градусов в локтевом суставе. Из этого положения мы будем работать лопатками. Да? То есть максимально сжимать их и расслаблять. Рука вперед-назад, как лыжные палки, двигаться не должно. Да? Не должно включаться плечо, должны включаться именно лопатки. При этом тоже, вот мы только что сделали, мы давали максимальное скручивание в грудном отделе, а здесь за счет работы шейно-воротниковой зоны и работы лопаток будет раскрываться грудной отдел. Делаем 20 раз. Сделай пару раз, именно про лопатки. Раз, расслабил, руки прижаты, все, руки стабильные. Раз, работает только лопатка, да. Сжалась, расслабилась, сжалась, расслабилась. Продолжаем. 3,
4, 5, 6, 7 сжал, 8 сжал, 9 сжал, 10 сжал, еще 10 сжал, 9 сжал, 8 сжал, 7 сжал, 6 сжал, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Оно кажется Тяжело. Достаточно простым и, возможно, незатейливым, да, таким Нет. упражнением. Тяжело, Но если выполнять его правильно, учитывая, макушка тянется вверх, вы не включаете плечевую кость, вы не включаете само плечо, вы работаете именно на зажатие лопаток к позвоночнику, как будто сжали монетку, расслабили, сжали, сбросили. Вперед уходить не нужно, как мы делали перед этим, разминая грудной отдел. Так, а теперь мы к этому упражнению добавляем еще статику, то есть паузу в сжатии еще на 10 счетов. То есть мы работаем сжали, расслабили 20 раз и на 10 секунд в крайней точке остаемся с сжатыми лопатками. Воды попьем для начала. Ну давай Потому для что начала. я 20 раз сделал, мне тяжело было, а сейчас еще со сжиманием копилочки. Мгм. Обалдеть. Так, ну что, разогрелись, попили водички и продолжили, да? Так, руки, да, углы 90 и работаем только лопаточками. Сжимаем и расслабляем. Нет, стоп, ты сейчас сжал и удерживаешь. Это ты будешь делать в конце, на 20-м счете. То есть Всё. мы делаем А я думал 20 раз. Я понял. Нет. Второй подход только в конце. Мы делаем второй подход, но в конце, на Я 20-м счете, мы оставляем лопатки сжатыми и удерживаем их так 10 счетов. Начинаем. И раз, два, лопатки, 3, 4, 5, раскрываем грудной, 6, 7, макушка вверх, 8, 9, 10, еще 10, и 9, и 8, и 7, и 6, и 5, и 4, и 3, и 2, и 1. Держим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Не забываем дышать. Отлично. Все, То, у что меня нужно. поясница болит, я уже хочу лечь. Мы только начали, Дима. Так. Нет, мы не только начали. Это уже вторая тренировка за сегодня. Мы начали. Это уже второй час. Следующее наше упражнение мы выполняем, разогревая плечевые суставы. Начинаем тоже с простых знакомых упражнений. Вывели ладошку под угол 90 градусов, вторую руку положили на ключицу для того, чтобы она не поднималась вверх вместе с лопаткой. Поднимаем руку вверх до ограничения в плечевом суставе и возвращаем в исходное положение. Делаем 10 движений. Спина прямая, макушка вверх и раз, два, 3, 4. Там есть у нас 2 вопросика, но мы на них ответим, пока Дима будет разминаться возле шведской стенки. 6, 7, 8, 9, 10. Еще один есть вопросик во время растяжки. Мгм. Ты просто заостришь внимание и все. Хорошо. Вторая рука. Нет, я уже не Давай. могу. Давай, Дима. Едь на Мальдив. Одному спокойно. Не-не-не, давай. Когда работаешь сам, и даже по записи, ты сам распределяешь свое время. Когда работаешь с тренером, да, то есть твое время распределяет он. 5, 6. И другой раз даже те же самые упражнения, выполняя чуть с другой интенсивностью, они дают другую усталость. А я, кстати, Не засиживался. Интенсивно делаю. У меня получалось 113-я тренировка, я взял, к примеру, себе. Мгм. А у меня было полчаса, ну вот на записи, 35 минут, ну это с комментариями, там, с разъяснением. Я делал ее за 25 минут, но интенсивность была хорошая. Как бы я уже пересаживался и думал, а надо ли она мне? Да, то есть, видите, можно все-таки отрегулировать интенсивность, главное, чтобы сила воли была.
Да. Так, ну что, а мы продолжаем. Вывели ладони под угол 90 градусов или попробовали сделать таким образом. Макушечка тянется вверх, спина прямая, таз подкручен, независимо от того, сидите вы либо стоите. Если у вас получается подкрутить таз, сделайте это. И убираем руки максимально назад. Амплитуда достаточно большая, темп выполнения средний. Начинаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Чувствуется, что да, на прошлой неделе это упражнение делал. Да, это прям четенько, красиво. Ну в этом кардио в этой. Следующее упражнение. Через стороны поднимаем наши руки и стараемся сделать таким образом, чтобы наша плечевая ось ушла за ушко, ближе к затылку. Стараемся. У кого не получается, ничего страшного, вы просто стремитесь. Да, правильно. И. Подожди, и ладони вот так надо делать, как ты, да? Да. Угол сгибания в лучезапястном суставе 90 градусов, то есть ладошка выведена. Начинаем. И. Раз, два, 3. Взлетаем. 4, 5, 6, 7. Думаем про лопатки. 8, 9 и 10. Лопатки надо или плечами было? Работают плечи, но про лопатки мы тоже думаем. Почему я сказала думаем про лопатки? Чтобы вы обратили внимание, какая траектория движения идет лопатки по спине. Ну я старался их держать на месте. Хорошо. Или надо? Можно не держать. То есть мы сейчас именно разогревались. Если поэтому... они хотят уйти, ты их не удержишь. Да, да, тут ты прав. Так, ну что, и выполняем еще одно упражнение. Ладошку мы поворачиваем к солнышку вверх, уводим руку, ставим руку впереди себя. Значит, наша рука, ладонь, локоть, плечо находится в линию. Да? Из этого положения мы уводим руку максимально назад. Таким образом, наша лопатка приближается к позвоночнику. И из этого положения мы работаем на сгибание в локтевом суставе. То есть мы сгибаем кисть на плечо, при этом наша кисть, вы видите, она спряталась за затылок. Да? То есть мы не в ухо стараемся себе попасть, а мы стараемся уйти за спину, за затылок. Из этого положения выпрямили, согнули, выпрямили, согнули. То есть вот это максимальное отведение, лопатка спряталась, и из этого положения мы работаем сгибание, разгибание, 10 движений. Вторая рука находится либо на бедре, либо вдоль корпуса. Найдите удобное для себя положение. Да. Вывели руку. И раз, и два, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и разогрели шейно-воротниковую зону. Наша трапеция поработала. Плечо заболело, я И бы больше плечо. сказал. Ну, плечо тоже. И вот эта вот струна, она выпрямляет корпус. У меня, кстати, корпус что-то округлился. Надо уже Корпус, садиться. да, я думаю, дело не в тренировках, надо соблюдать еще и питание. И теперь представили... Второй рукой не будем? Нет, будем, но позже. Так нет или будем? Да, будем, но не сейчас. Что мы добудем? Нет, добудем. Мы добудем нефть, газ, что-нибудь добудем. Значит, что мы делаем? Представили, что у нас бутылка воды, Сейчас и мы втащишь, мне ее кажется. выливаем, да, то есть наш мизинец будет смотреть по направлению вверх, а бутылка воды Знаем, выливается. эти жесты знаем. Да? И из этого положения рука не полностью прямая, а слегка присогнутая. Да? Из этого положения выполняем движение, тоже увели максимально назад, лопатка приблизилась к позвоночнику. И из этого положения делаем малоамплитудное движение с достаточно быстрой интенсивностью 10 раз. Работа в основном плеча, задней дельты. Так. Сели ровно, вторая рука у нас или, да, плечо. Увел сначала руку, лопатку приблизил к позвоночнику, локоть слегка присогнут и пошел работать. Раз, два, 3, 4, маленькая, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Супер. Я же не к цирку, ты помнишь? Что? Я же не к цирку готовлюсь, ты же помнишь? Ну, понятное дело, так это же не Не, хорошо, вообще так разогреваешься круто. На самом деле,
И точно такой же дубль мы делаем на второй руке. Так, это То есть вот сначала мы сразу. ладошку смотрим, ладошка смотрит вверх, увели максимально, да, сгибаем, разгибаем, ладонь прячется за затылок, сгибаем в локтевом суставе. Плечевая кость находится в неподвижном положении. Работаем 10 раз, потом мы переворачиваем, выливаем из бутылки воду, как будто бы тоже рука у нас уведена, локоть слегка присогнут, и в малоамплитудном движении мы Ладно, работаем. смотри. Да. И раз, и два, хорошо сгибай, и три. Тихо, держись. Прям как столбик, красиво сидишь так. Так а по-другому как? Правильно. И 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10. Так, Это, расслабились. кстати, вот из-за того, что туда-назад дальше уводишь, и оно тебя выравнивает само по себе. Я что, красиво сидишь. Красиво плывут эти мальчики в полосатых майках. Да. И теперь переворачиваем, как будто выливаем воду из бутылочки. Убрали максимально руку назад, присогнули слегка локоть, совсем немножко. То есть рука почти прямая, она не согнута полностью. И работаем. Кстати, жалко нету времени вот этих всех нарезок наделать. По первой части, вот, на самом деле. Много остается именно в тренировках. Угу. Вот первая часть, она вся, в основном вся в тренировках остается, ее нету нарезки. Поэтому, если вы хотите, ну да нет, просто ты включил и посмотрел любую тренировку начала. Потому что, ну это нарезка будет такая же, как и тренировки, зачем она, мне кажется. Так, ладно, вылили, Да. назад, Чуть-чуть согнули. присогнули, да, раз, два, три, четыре, причем 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ух. Хорошо. Если есть кому, вначале пускай вас кто-то подстрахует. Очень часто может получиться на первом движении, да, что вот эта вот часть от локтя, она будет болтаться. И если вам кто-то поможет ее стабилизировать для того, чтобы максимально включить нужную группу мышц, было бы замечательно. Да. Всем новым подписчикам. Смотрите, я сижу уже на стуле. В начале видео, если вы посмотрите первое видео, я сидел на кушетке, а до этого я сидел на диване, в коляске. В коляске, То да. есть старайтесь пересаживаться и старайтесь, очень много делает людей упражнений на диване. Старайтесь либо на пол пересаживаться, либо на кушетку, чтобы была поверхность твердая, потому что вот эти вот изгибы. Дело в том, что когда вы сидите на мягкой поверхности, ваш таз утопает в этом мягком. Да? Или лежите, то же самое. Да, и получается, что стабильность ваша, она более устойчива именно за счет вот этого утопания. Когда вы сядете на более жесткую поверхность, тут хотите вы того или нет, вам нужно будет включить мышцы-стабилизаторы поясничного отдела и саму поясницу для того, чтобы удержать свое тело в пространстве. И те же самые упражнения, их выполнение будет гораздо для вас сложнее, нежели вы были и выполняли их, например, на диване и на кушетке. Такая же разница, когда вы потом после кушетки пересели на стул, потому что в кушетку вы обычно садитесь глубоко, да, то есть все бедро у вас находится на платформе кушетки, да, вы можете сначала просто выезжать чуть-чуть тазом вперед для того, чтобы не полностью заезжало, да, бедро лежало на кушетке, а, допустим, до половинки. Тем самым вы себе потом облегчите пересаживание на стул. И все равно те же самые упражнения на стуле вам опять будут даваться тяжелее, нежели упражнения на кушетке. Так, утяжелители. Посмотри по времени утяжелитель. Ну что, и повторяем наши упражнения. Не Ну, помню. уже с утяжелителем. Опять все заново? Да. Что довольно. Ну, Лимончик съешь. Посмотрим. А я возьму. Кстати, я возьму там. Да, ты тоже возьми что-нибудь. Ты думаешь, что мне тут легко все? Так, я понял. Берем утяжеление. И 20 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Двумя плечами круговые вращения вперед 10, назад 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Назад лопатки думаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. В шею. Вдох, выдох. Потом будет шея, подожди. Далее разминаем грудную клетку, когда она у нас прорабатывается и вперед, и назад. Да? Выполняем. И выдох, вдох, выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. У меня уже болит верхний плечевой пояс. С шейного Тепленький такой должен отделом. быть. Тепленький такой, разогретый. Гурьячий. Гурьячий. Так, поднимаем руку вверх до ограничения плечевого сустава и возвращаем 10 раз. Давай. И. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдых. Отдохнем потом. Тогда вторая рука. И. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдохнем потом. Что дальше? Руки назад уводим, возвращаем. Макушка тянется вверх, спина прямая. И раз, 2, 3, 4, 5, больше вверх. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Мы где-то в этом промежутке воду пили. Вот сейчас через стороны поднимаем руки, Я воду понял. попьем. Что делаем? Давай, через стороны подняли и вернули. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, пьем воду. Берем гантельки. То же самое сделаем с гантельками, либо с утяжелителями. Убираем руку максимальное в отведение, сгибаем, разгибаем. Мы еще одно не сделали, ну ладно, с этого начнем. Выполняем 10 раз. Это будет сложно. 100%. Я не сделаю. У меня по трицепс. А давай мы возьмем утяжелители другие. Не, сейчас я попробую. Увел. Раз, 2. Держись. Помогать? Нет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Так, Очень тяжело держать баланс, если честно. я понимаю. Рычаг длинный. Да вообще все тяжело было, кстати. Сейчас я тебе буду помогать. Выливаем из бутылочки воду, уводим руку и в малоамплитудном движении прорабатываемся. Понял? Так, выливаем. Так, сейчас. Уводим Подожди. и работаем. Сейчас, подожди. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Дима отдыхает. Катя доделывает. Увели. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Хорошо. Очень хорошее упражнение, вот эта вот комбинация для того, чтобы максимально выровнять грудную клетку и увести плечи назад. Потому что, находясь в коляске, для колясочников, да, то есть вы Это постоянно... все. Вот это Ну, вот, да, вот, это оно вот всем. вперед наклонность. Но именно надо по раскрыть. профилю, если смотреть, вот в коляске вы всегда сидите так. А так, в принципе, возле компьютера, просто мы сидим даже, мы всегда немножко сутулимся, да. И вот эти вот упражнения, они очень хорошо помогают раскрытию грудной. Просто я сейчас вот еще подумал, много кто ходит вот вперед наклон, вот это вот, ну, нету осевой, таз назад, короче, получается, да? Вот это упражнение тоже очень хорошо, потому что надо раскрыть грудную и потом таз подать вперед. Да. Потому что таз вперед и вот так, наверное, не получится. Не, получается по-разному. Ну, просто есть наклон таз, допустим, вперед, когда попа оттопыренная, да, и вроде тогда кажется грудная открыта, но есть проблема с позвоночником, и очень часто выскакивают грыжи, потому что вся нагрузка уходит сюда, на поясничный отдел, за счет наклона таза. А вот если таз выровнять, и бывает такое, что таз вроде бы уже люди начинают выравнивать, но тогда такой конь шахматный. Да, да, получается сутулость и уплощение тогда опять-таки поясницы, и тогда опять вываливается животик, да, закрывается грудная клетка. Животик вываливается, потому что он у вас большой. Так, мы работаем второй рукой, немножко поговорили, отдохнули и начинаем. Увели руку и раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ты немножко отдохни, увели руку и работаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Давай. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. И еще одно упражнение нам осталось. Руки сгибаем под угол 90 градусов. Они у нас неподвижны, они просто удерживают вес. И работаем лопатками. 20 раз. И раз, два, грудную показываем. 3, 4, кто девочки грудь, кто мальчики мышцу. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. И второй подход. В конце, помним, на 20-м счете у нас пауза. Мы зажимаем лопатки и удерживаем 10-секундную паузу. Загоняла. Давай займемся шеей. Ты сильно просил. Час мы уже с тобой занимаемся. Давай. Все хорошо. Все хорошо. Прекрасная Маркиза. 3, 4. Думаем про лопатки. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Зажали, держим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Хорошо. Снимаем утяжелители. У меня уже все. В глазах не видно. Катя, глаза не видят уже, не вообще. Видишь, ты же меня сейчас увидел, значит, все нормально. Большие Я на приоритеты голос. пока не исчезают. Я на голос. А, ты на голос. И вообще никакая первая часть это не разминка. Я вам говорю честно. В первой части была своя первая часть, которая тоже была разминкой. Я вот тоже обратил внимание, тупо 2 основных упражнения она включила, уже 2 основных разминки. Дублируем, ну что ж поделать. Ну быстрее делаем. И быстрее делаем, Кстати, да, я на прошлой неделе встал в брусьях за час 37 раз. Ого. По 2 раза все время. 37 и все, и потом уже не встал. А вчера я вставал в брусьях по 3 раза. И встал всего лишь 21 раз. Но И я... потом у меня ноги вообще просто вот выключились и абсолютно вот я не, ну они вот так, здрасте, все. Я не мог их, ну я думал еще вставать. Может я рано перешел по 3 раза вставать. Ну я встал, знаешь, за сколько? Вообще ты не поверишь, 21 раз за 25 минут. По 3 раза вставая. Ну то есть это очень быстро.
Ну, для меня это не то, что очень быстро, но для меня это вроде как бы достижение Ну, какое-то. естественно, мы сравниваем твои достижения с твоими же достижениями. Так что, смотрите, все, кто задает вопрос, вот 2 года не восстановился, все. Нет, не все. Да, то есть всегда есть куда расти. И еще такой момент. Вот правильно Дима сказала, я подметила, да? Сам себя не похвалишь, никто не Я похвалит. не знаю, что ты подметила. Говори, Я может, мы похвалим тебя еще. Я подметила то, что нужно всегда свои результаты сравнивать со своими же результатами. Не с чьими-то, а именно со своими. Потому что бывает одна и та же травма, один и тот же возраст, один и тот же хирург вас прооперировал, да? Одно и то же колено правое, например, у другого и у одного и у другого. Но при этом один восстанавливается быстрее, другой чуть медленнее, да? То есть не учитаны какие-то другие факторы. Поэтому свои результаты сравниваем со своими, например, месяц назад, что вы могли, полгода назад, что вы умели, да? Год назад, что вы умели и что вы умеете на сегодняшний день. И что вы для этого и сделали? что вы для этого сделали. Чтобы так Потому что бывает такое, я пролежал полгода, да, или просидел полгода, но при не этом... улучшилось, да? Да, и у меня ничего не улучшилось. Так и не улучшится. А скорее всего еще и ухудшится. Так, ну что, а мы переходим на шею, да? Да, давай. Давай, начинаем. Убираем плечи назад и вниз. Помним про нас таз, который прокручен немножечко вперед. И макушкой, вытягивая сверху, держим 10-секундную паузу в растяжении. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Опять. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Еще. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Мы даже вот это стали быстрее как будто бы делать. Раз. Ты считаешь быстрее или что? Нет, 4. Отдых как будто меньше 5. 6, 7, 8, 9, 10. Да, тебе же нужно пересмотреть новые упражнения мне дать. Я дала себе сегодня Тяжелее. пару новых упражнений. Я устал. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Правое ухо наклоняем к правому плечу, левую руку прячем за поясницу. И плечо тянется через всю руку в одну сторону, а наклон головы совершается в другую. Тем самым наши мышцы, они как будто бы растягиваются вот в таком направлении. Давай. Ну, давай, Чуть-чуть подвинь таз вперед, наоборот? чтобы рука... вперед? Да, нам нужна рука, спрятанная за поясницу. Выбираем один из вариантов. Либо вы отодвигаетесь и руку ближе к пояснице именно прикладываете, либо вы можете подвинуться максимально плотно к стенке стула, коляски и за спинку стула. Особенно если вы еще не можете усидеть и вас в противоположную сторону от руки. Если вас особенно, когда вы там руками начинаете двигать, вас выталкивает корпусом вперед спастика, да, либо вы просто не можете удержаться, то в этом случае вам лучше придерживаться за спинку стула, либо за спинку коляски, а выполнять упражнения. А вторую руку куда? Никуда, просто она расслаблена. Можно положить на колено? Можно. На колено, либо вдоль корпуса. Так нормально? Да. Идет натяжение по плечу, по всей руке в эту сторону, а это ушко тянется к этому плечу. И получается вот такое вот растяжение. Не трогай, бо упаду. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не убирай руку или расслабь, и опять ее туда заведи. Делаем 3 раза в одну сторону, и потом таких же 3 раза в другую сторону. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мне кажется, тянется все к скальпель. Да. Скальпель тянется. Скальпель это предмет. Это ножик такой. Скальп тогда. А скальп, да, может тянуться. Ножик такой. Ну, у меня нет медицинского знания, что делать. У меня же нет медицинского инструментария, поэтому пусть будет скальпель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. И то же самое, теперь меняем руку, направление наклон головы. Работаем.
Ты готов? Да какой, блин? Начнем? На меня. Раз, Подожди. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Плечо тянется, как пицка. Как пецки. По-детски. Давай еще. Начинаем. В наклон ушли. Работаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Мне кажется, ты мне эту шею уже начинаешь усложнять. Я уже сижу, не прислонившись к спинке стула. Да. Тебе не кажется, что это наглость? Да. Давай, продолжай. Третий раз завершающий. Я вообще даже не мог мечтать о таком. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Делаем нет, нет, нет. Да, да, да. На этом наша сегодняшняя первая часть завершена. Это Да. уже вторая, конечно. Я вам скажу секрет. Так, мы будем сейчас вертикализироваться возле шведской стенки, разминаться для того, чтобы пойти погулять в ходунах. Да? Да. На тебя, ты почитаешь, ответишь на вопросы. Да, я буду сейчас отвечать на вопросы, а Дима будет вставать, разминаться. Он у нас парень самостоятельный, пока тут Катя на Мальдивах отдыхала, он все делал сам. Стандартная разминка возле шведской стенки у Димы. Да? Я сейчас быстро, наверное, пробегусь по самой разминке. То есть что он делает? Он становится, и вначале работа тазом идет для того, чтобы растянуться по брюшной стеночке, да? Растянуть наш пресс. То есть таз уходит вперед, потом немножечко возвращается либо в исходное положение, либо у кого замыкают колени, уходит назад. И тогда колени старайтесь, у кого колени замыкают, не сгибать для того, чтобы укрепить заднюю поверхность в подколенной ямке. Да? Нагрузку на пятку надо делать, но тогда, понимаешь. Тогда тогда идет именно осевая, плотная нагрузочка осевая, и в этом положении вы понимаете, что происходит. Потом поднимаются руки вверх, еще дотягивается передняя брюшная стенка и грудная клетка, да? После этого идет переминание на нос, руки опускаются, идет переминание на носок, на пятку, после этого с небольшим подскоком вверх, либо без него. Тут тоже либо вы упираетесь коленями в коленоупор, либо не упираетесь. Вариант и тот правильно, все зависит от того, насколько крепки у вас колени. Да? Можете вы стоять без коленоупора, либо не можете. После этого вы переминаетесь на правую, на левую ногу и как будто немножко выскакиваете. Либо опять-таки не выскакиваете вверх, то есть не приподнимаетесь вверх, а просто наваливаетесь то на одну, то на вторую ногу. Тоже это зависит от того, стоите вы в коленоупоре, либо не стоите в коленоупоре. То есть можете или не можете. У меня уже колени, кстати, замыкаются на автоматизме, я уже не парюсь про них как-то так. Думаю иногда, что там могут как-то, но уже не... Как-то дошло до автоматизма замыкания колен как-то. Да, то есть нету страха того, что что-то пойдет не так, да, потому есть, что уже проверено многократными тренировками. то есть оно если даже так, то я, то есть... И вытолкнулся. Да, я могу ими чуть-чуть работать. Управлять. Чудно. То есть все нарабатывается с тренировками и с опытом. Так, ну что, а мы переходим к рубрике «Вопросы». Рубрика ответов. Вопросы и ответы. Так, написал один из подписчиков, что Катя подсказывала так: у меня резинка, нагрузка до 6 килограмм. Катя подсказывала мне, чтобы стопы выровнять, чтобы не ходить коленями вовнутрь. Одевать сидя выше колен резинку и раздвигать ноги. Мне этой напруги хватает, но есть и ту же резинки в продаже. Есть ли смысл покупать ту же, если можно сделать больше раз и подходов? У нас же спастика, она потом мучить меня начинает. Вот. Значит, смотрите, да, лучше увеличить количество подходов, да, или больше повторений в подходе. Было бы замечательно, если бы вы написали количество, сколько вы делаете повторов с этой же резинкой. Опять-таки, да,
Если прям совсем легко вам эту 6-килограммовую, ну можно чуть-чуть увеличить резинку с нагрузкой, да, то есть чуть больше взять нагрузки. Но лучше на начальном, да и не на начальном этапе увеличивать количество повторений в подходе или количество подходов. Почему? Потому что ваша задача, чем больше мы берем вес, будь то гантели, резинка, да, то вы прокачиваете изолированно мышцу. Чем чаще вы делаете подходы, либо большее количество повторений в подходе, тем больше идет работа на выносливость, да, и на укрепление. Так вот, задача этого упражнения была в укреплении. Для того, чтобы мышцы-стабилизаторы, они держали ваши ноги, и ваши стопы не выворачивались, а колени не уходили вниз. Да? Для этого... Да, ты достаешь, все хорошо. Присаживайся. То есть именно для этого мы делали. То есть мы всегда смотрим на задачу, какую цель, какую задачу мы преследуем. И в зависимости от этого... Да, если вы, в зависимости от этого, вы уже думаете, что же вы хотите, чаще повторять или больше усилия, да? Вот. Второй вопрос. Дима спросил у Екатерины, имеет ли смысл одевать компрессионные наколенники при ходьбе? Ну, достаточно короткий вопрос. И опять у меня вопрос к вам на фоне этого вопроса. С какой целью? Да? То есть есть наколенники компрессионные. Что такое компрессионные? Может, кто-то не знает. Это когда по всему периметру наколенника идет сжатие вокруг коленки. Да? То есть вот есть просто шорты, да, Дима одел, а есть такие, как у меня, с эластиновыми волокнами, которые плотно облегают ногу. Конечно. Да? У тебя лучше. Не, ну, у каждого своя цель. Кому-то надо проветривать, а кому-то не обязательно. Да? То есть так и здесь с наколенником получается. Если ваша цель, у вас какая-то травма в коленах, у вас не держит, например, у вас там, я не знаю, проблемы были изначально, либо появились позже с крестообразными связками, например, да? Либо просто с прямой, там, со связкой наколенника, да? То в этом случае вам подойдет компрессионный наколенник. Если же ваша цель, просто вы становитесь и у вас выстреливает нога, но при этом вы одели компрессионный наколенник и за счет... Это твои наколенники? Не дам. Не дам? Ну ладно. Ну ладно. За счет вот этой подушки вам кажется, что ваше колено не так сильно выстрелило назад, а оно вроде как поровнее, то это не, ну, то есть это не работает так, да? То вам эти компрессионные наколенники не нужны. Но есть индивидуальный подход. И бывает такое, вот как Дима, например, для того, чтобы немножко свести ноги, он проводит по внутренней поверхности бедра рукой, да, и ноги, спастика, либо тонус вызывается, и ноги сводятся. Бывает такое, что когда человек одевает компрессионный наколенник и начинает какие-то выполнять упражнения, либо движения из положения стоя, этот наколенник каким-то образом, даже вот этим вот сжатием, раздражает поверхность бедра, кожи, и тем самым помогает замкнуть, например, колено. Да? И для вас это помощь. Комфорт. Да, или комфорт, помощь. То есть в этом случае вам проще. То тогда стоит одевать компрессионный наколенник конкретно вам и конкретно в вашей ситуации. То есть это не общая рекомендация, а конкретно для вас. Такая рекомендация, потому что именно у вас такая реакция на этот наколенник. Ты скажи, а вот то, если я его одел, он же мне не навредит ничем? Нет, навредить он точно не навредит, если вы его одеваете. Как он может, кстати, он может навредить. Компрессионный... Ну, я могу рассказать. Ну, расскажи. Смотрите, если вы одеваете компрессионный наколенник и при этом садитесь вот таким вот образом с максимальным сжатием, да, попой на пяточку сели и сидим. Что у нас получается? У нас получается, что мало того, что он сам сдавливает нам мышцы, ногу, колено, Все равно не могу. да, еще и дополнительно сгибание пережимает, и тем самым ухудшается кровоток, лимфоток в нижней части голени. А и на прямых ногах можно? Да. На прямых? Аж голос пропал. Да, а на прямых ногах можно. Я про резинки. Смотри. Да.
То есть, если цель у нас, чтобы выровнять стопы, то не надо. Да, я так понимаю, больше тяжелее делать. Да. Если цель Накачать. накачать бедра, жопу, то Да, надо. да, да. Даже я так сказала, не просто накачать, а добавить рельефности. Потому что вот это вот движение, отведение, да, независимо от того, вы можете лежать на боку, да, и вот таким вот образом отводить ногу. У вас включается ягодичная мышца. Да? Все понятно, короче. Если для попы увеличиваете, если для стоп, то не надо. Да, да, опять-таки, Когда ты мне уже диплом выпишешь медицинского реабилитолога? Мы Злату мира? попросим, она красиво рисует, она тебе прям... А печать кто поставит? Я У тебя есть печать? Я придумаю печать. Я здесь, не знаю, в краску помакаю ладошку, а делала вот так вот. Хорошо? Так, ну что, а мы... Пошли. Да, пойдем гулять. Я сегодня ровнее сидел на стуле, кстати. Я сегодня вообще делал одно упражнение, которое у меня были сомнения, сделаешь ли ты его. Какое? Вот это. Я его и не делал, ты мне помогал. Нет, ты его делал, я тебя страховала. То есть я не могу сказать, что я тебе прям помогала. Уже разучился ходить. Поэтому я сегодня поставила ходьбу. Ты научился опять. Красиво. Вышла. Встал? Да. Точно? Да. Придвигаемся и поворачиваемся. Раз. Помнишь грудь, живот, бедро, колено, носок. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 41. Разболтался здесь. 42. 43.
Не бойся, я сам боюсь. Можно покурить? Тебе подкурить или сам? 75. Я сам. 76. 77. А зачем? Ладно, все. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Па! Тихо. 90. Нормально. Разворот. 91. 92. 93. Немножко сам. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Все. Я не могу. Больше не надо все. Очень тяжело шел, но дошел. Дошел, молодец. 100 шагов. Ну, очень тяжело мне было. Кать, после перерыва, после твоих Мальдив, Да. еще алкоголь не выветрился. Просто лежала на меня перегар. Вот в чем дело. Мы нашли причину. Потому что тебе тяжело. Да, сказывается, да? Тяжело было. Ну, ничем не менее, справились. Все хорошо. Было бы плохо, если бы было плохо. Или наоборот, хорошо. Все нормально. То есть это говорит о том, что все-таки надо нарабатывать Да? и не убирать те упражнения, которые являются прям основными, да, то есть все равно раз-раз, там где-то прогулял, пропустил, вернись к упражнению. Кстати, когда ты отдыхала, Мгм. я эти повторял все, которые мы делали. Вот так, там. Мгм. Ну, возле стенки. Так ты знаешь, получше стал делать. И особенно вот это вот упражнение, которое С широким Кор- разведением рук, да? корпус потом болел, мама не горюй. Вот. Полуприседы делал возле стенки, приседы полные, О, ну, возле этой шведской стенки. Ну, как раньше мы делали. я поняла. Но это хорошо, потому что по-хорошему мы сократили время на них, да, мы убрали, мы заменили чем-то другим. Так что, то, что надо. Так, надо, наверное, ровно выставить, да? Мгм. Выставляем ноги, потому что будем сейчас работать в подвязи плотно. Подвязываем таз, колени стоят в упоре в колено-упор, и сначала растянемся, а потом начнем с наклонов. Потому что будем в подвязи стоять плотно, подвязанный таз, чтобы не менять положение, а закончим приседами, полуприседами.
кому помогу привстать. Спасибо. Пожалуйста. Подвяз. Расправляем. Сейчас я красивый, да. Накладываем. Фиксируем. О! Ты слышала, хрустнуло что-то в бедре. О! Все нормально. Это подвяз. Так. Бля, кайф, мне кажется, я бы так вот стоял бы и спал. Первое, что мы делаем, это отталкиваемся руками от шведской стенки, да? И потом потихонечку, чуть больше увеличиваем амплитуду. Только аккуратно делаю те, у кого стоят пластины в нижнегрудном отделе, чтобы не было острых болей. А если пластины вообще не ставили, само зажило? Это хорошо? Это хорошо. Если пластины не ставили, все зависит от того, убирали осколки, не убирали. Что там с позвонком самим, да, то есть перелом оскольчатый, не оскольчатый. Если просто там все хоккеюшки, то потихоньку, опять-таки, вы всегда ориентируетесь на свои ощущения. И если вам где-то в месяце травмы становится вдруг остро больно или нетерпимо больно, да, вы должны понимать, что что-то вы делаете не то. Катя, Да. что мне делать? Что мне делать? Напомни, мне надо сейчас в сторону Тебе сейчас наклоняться. надо Где мне- повернуться. Ну, давай начнем да. с тоже, у кого стоят пластины в грудном, в грудопоясничном отделе, вы вот эти повороты не делаете. Да? Если у вас нет пластин, если у вас шейный отдел позвоночника и стоят пластины в шейном, то вам можно делать подобные повороты. Ну, просто, может, не так глубоко, по чуть-чуть. Да, какую-то амплитуду вы можете сделать в полуповоротик, да? Поняли, что все, пошло ограничение? Неприятно, начинает там что-то болеть, все, хватит, это ваша амплитуда, вам больше не надо. Точно так же, в принципе, как у Димы с наклоном шеи, да? То есть вот в одну сторону идет наклон прям четкий, хороший, красивый, а в другую он бы и рад наклонить больше, но не пускает что-то, уже неприятно. Уже гвоздь упирается, да? Поэтому, все, значит, все. Да, теперь одна рука вверх поднимается. Мне кажется, давление упало у меня. А вторая куда? Вторая вдоль корпуса, вдоль корпуса, а вторая на шведской стенке. Высоко, низко, где? На уровне грудной клетки. Вот так, да? Да, на уровне грудной клетки, вторая за головой, да, ты выполняешь наклон и возврат. Наклон и возврат. Та рука, которая находится на шведской стенке, в упоре в районе грудного отдела, вы на нее стараетесь сильно не наваливаться. То есть ваша задача максимально растянуть мышцы корпуса и ими же сократиться, вернуть тело в исходное положение. Рука, которая находится над головой, она дает дополнительное растяжение по той стороне, в которой мышцы растягиваются и сокращаются. Надо стараться двумя, не сильно опираться. Ну, понятно. И верхний, и нижний. Да, и верхний, и нижний. Хотя и начинать вы можете, если у вас прям совсем тяжело заходит это упражнение, но вы хотите попробовать, вы можете начать и вторую руку отпустить вдоль корпуса, а одной придерживаться и просто выполнить, да, получается, одной вот, допустим, это я держусь, а это вдоль корпуса. То есть я наклонилась и вернулась. Но работу осознанно производим за счет сокращения мышц межреберных промежутков. То есть растягиваем косые, сокращаем косые. Может быть. Ну, сейчас через минут 20. Подзабылись, кстати, все-таки. Сам это сам занимаешься. Я, честно говоря, может, даже где-то и подхалтуривал. Я имею в виду то, что мог больше растяжку сделать, и сделал меньше. Делал растяжку вот эту, как в угол, помнишь ты меня? Да, с руками. Вот это делал. Здесь сидя, выше, высоко поднимал, вниз опускался, плечи раскрыл. Ну, то есть вспоминал те растяжки, которые сам делал. Самостоятельно. Ноги пораскидывал, да. Стоя. Ну, вообще, как бы, может и хорошо, так что самостоятельных тренировок трошки прошло. Я думаю, что это пошло на пользу. Да. Ну, я занимался в любом случае. У меня тренировка длилась
Скажу, не буду брать, где-то часа полтора, час 40. Больше я уже хорошо. Все. И в другую сторону. Стопами занимался, так, нормально. Ну, то есть, я знал, что растяжки у меня не будет. Я просыпался и уже растягивался, как раньше, сидя в этом. В постели. Да, как только проснулся, стопы покрутить сверху, вниз, вправо, влево. Такое, знаешь, посогинаться, поскручиваться. То есть уже с разминки начинал. Не как сейчас, я встал, кофе попил и Катю жду. Ну да. То есть свое, свой кайф в ожидании тренера, да? Да. Встал, тихонечко там раскачался, попил кофе, подождал тренера. Ой, ноги горят огнем. Да, Дим, видишь. Два подхода сделка. Хватит. И сейчас мы переходим на приседы, полуприседы точнее. Мы ослабевает у нас подвяз, то есть мы его делаем свободным, но таким, чтобы когда таз уводится, в него упирался. И затем за счет выталкивания бедрами и вытягивания корпусом мы растем вверх, тем самым приподнимаемся. Если вы начинаете только делать эти упражнения, только пробуете, то в этом случае подвяз сильно далеко не ослабляете, да, то есть он находится практически в том же положении, в котором вы сейчас находитесь, в прямом. Совсем незначительно, чтобы просто таз чуть-чуть ушел и вернулся в исходное положение. Колени находятся в упоре, в колено-упор. Если вы человек, у которого уже хорошо замыкают колени, да, то вы можете гораздо больше уводить таз вниз, да, и стараться даже в какой-то момент не упираться в колено-упоры для того, чтобы приподняться. Здесь могут участвовать дополнительно руки. Если колени упираются в колено-упор, а колени у вас замыкающие, да, то в этом случае старайтесь руки исключить из данного упражнения. Так, ну что, рассказала немножечко. Всегда начинаем с меньшего, то есть вот немного расслабили, да, и попробовали раз. У меня ровно стоят ноги, наверное, надо чуть-чуть отодвинуть их, нет? Да, можно чуть-чуть отодвинуть. Давай. Угу. Сейчас, секунду, второй ногу отодвину. Ага, да, спрашивай. Давай, Больше, да? То есть у Димы замыкают колени, мы делаем подвяз подальше, да, и при этом еще и стопы чуть-чуть отодвинулись дальше. Тем самым колени будут в какой-то точке упираться в колено-упор, но это будет незначительный промежуток по времени, и, соответственно, весь остальной подъем он выполняет за счет напряжения мышц голени, бедра, соответственно, работа таза, пресса, поясницы и корпуса. То есть Дима работает целиком. Ну, и спастика, конечно, помогает. Или мешает. Мешает вообще как-то. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Не забываем зажимать копеечку. Обязательно. Мы же хотим Булки. плотные булочки. 29 и 30. Хорошо. Достатково на сегодня. Стоим, держимся. Присаживаемся. И сейчас будем заниматься растяжкой. Попьем воды, да? Ну что, приступили мы к этапу растяжек, После длительных перерывов и самостоятельных растяжек, то есть не было каких-то моментов. Дима уговорил, Да, на коленях стоял. мы решили, Чтобы что не надо сделали. сделать растяжку на валике. Да. И что и вам рекомендуем. То есть, если давно не было каких-то там растяжек или с каким-то по какой-то причине вы делали перерывы, да, то есть всегда начинайте с максимальных растяжек. Но с максимальных не с точки зрения сразу прям эх и в один раз растянуться, да, а имеется в виду, вы можете амплитуду наращивать потихоньку, но в этот день постараться по максимуму растянуться или побольше времени на это уделить. Вот. Такие рекомендации. Катя, у нас есть подписчица одна. Ее зовут Марьяна. У нее муж получил травму шеи. Их выписали из больницы, и сейчас вот она сбрасывала видео, где он уже близок к позе эмбриона. То есть, ну, понятно, мы рекомендуем, сбрасываем видео, говорим, как смотреть. Дай совет. Вот он не хочет, вот ему больно, вот он не хочет делать. Я знаю, что это больно, и мы это все прошли. Как ты там сказала? С улицы кого-то позвать? Да. Значит, смотрите, бывает такое, что вы занимаетесь со своими домашними растяжкой, да, и человек, который получил травму, естественно, все это больно. Причем больно... Очень больно. Очень больно. Причем больно не просто так, да, оно больно изо дня в день. Каждый день по нескольку раз в день больно, Всегда да? болит. И болит всегда, и ну, понятно, что нервная система у каждого своя, и терпячка, как говорится, у каждого тоже своя. Бывает такое, что человек просто не выдерживает, он уже ничего не хочет, и он уже говорит, да все, да хватит, да отстань от меня, я больше терпеть не могу, мне больно, и это на самом деле так и есть, но при этом... Я же тебе так не говорю, ты же мне как родная. Мне так не говоришь, потому что... Я с улицы пришла. Потому что на своих родных и близких вы всегда можете сорваться. Вы на них и раньше срывались, там где-то больше позволяли себе, где-то меньше. Пускай, может, где-то раньше не ругались, но там пальчиком могли пригрозить. А человеку с улицы, особенно если это специалист или хотя бы, ну, там, допустим, пускай он специалист не... Мужчина-сосед крепкий. Высокого класса, или да, или хотя бы мужчина-сосед крепкий, да, который, ну, что-то понимает в физкультуре, он когда-то ходил в тренажерный зал, он знает, где хоть какие-то мышцы расположены, да, и он решил вам вот помочь, либо на платной основе, либо на основе альтруиста, да, но он вам не родственник по-хорошему, или какой-то дальний родственник, которого вы послать не можете. Так вот, это очень хороший метод, потому что чаще всего мы своих родных и близких не подпускаем к себе, особенно когда нам больно. У нас как это, контакт другой, да? А чужого... Как сейчас сын. Да. А чужого человека мы никогда не пошлем. А если там что-то и пошлем вдруг в сердца, да, то, ой, извини, там, блин, не сдержался и так далее. То есть, ну, тоже понятное дело. Там, или там люди бывают, что даже матерятся, так говорят, ну, извините, это я не на вас, это ну, от того, что очень больно. Да? То есть и такие случаи бывают.
Поэтому моя рекомендация, если прям вам тяжело и вашему там, человеку, с которым вы занимаетесь, тяжело, и вы родные, близкие люди, то попробуйте все-таки, может быть, хоть иногда приглашать кого-то со стороны. Главное, поймите правильно, через эту боль придется пройти. Да, кто ее будет делать, ну, уже не важно. Можете и сами. Ее вы не избежите. Вот, ну нет. Если, конечно, ну, у вас есть какая-то цель. Вы ее не избежите. Эта боль нужно перетерпеть. Если же вас устраивает то положение, в котором находитесь вы, ну, если вы пациент, да, либо находитесь вы, если вы там мать, жена, сестра, то, ну, что вы готовы всю дальнейшую жизнь тянуть вот это там, скрюченное тело, да, потому что оно-то не раскрутится со временем само, просто так, от лежания. Оно может раскрутиться только благодаря каким-то усилиям извне, и изнутри настрой должен быть. И это очень дорогого стоит, когда есть цель у человека, с которым работают, и есть цель у человека, который с ним работает. Да? А если одного нет, ничего не получится. Еще есть такой момент, он очень такой пограничный, да, в каком отношении? Жалость к пациенту, она его губит. Но и нагрузки должны быть адекватными, да, то есть вот эти вот две чаши, это две чаши весов, они должны быть уравновешены, потому что если вы, ой, я не могу сделать ему больно, да, мне его жалко, и лучше я тогда вообще ничего там делать не буду или сделаю меньше, это неправильно, потому что меньше это дольше по времени это дольше по восстановлению, да, но и чрезмерно ломать и крушить все тоже не нужно. Если вы соблюдете вот эти два правила, ваша реабилитация будет достаточно быстрой. Сейчас я еще, я как бы это все, я старался, рассказывал, но может меня не слушают, потому что трипета учил закончить, это же ничего, правильно? Ого! Значит, смотри, сбрасывают видео, в чат, у него есть движение, какие-то движения есть, но глубины движения нету, то есть, грубо говоря, он может ногу подтянуть к себе, но незначительно, но выпрямить до конца не может. И вот они делают, занимаются вот этими упражнениями. Значит, что сказал я? Что на сегодняшний день, пока полностью не выпрямился, не растянулся, упражнения, которые легко получаются, их нужно не усложнять, не давать резинки, гантели, не качать эту мышцу, которая у вас в тонусе. Потому что лучше делать большее количество повторений в этой же амплитуде. И я просто к чему хотел подвести, что если у вас получается согнуть к себе ногу, а разогнуть нет, то кто-то должен помочь ее разогнуть до конца. Да, это все правильно. Смотрите, если, например, у вас есть такой момент, когда вот у вас, например, согнута нога, да, и есть какая-то небольшая амплитуда самостоятельная, да, но вот дальше вот вы вытолкнуть не можете, вы пыжитесь, стараетесь, тужитесь в живот, пытаетесь вытолкнуть в ногу, но не хватает, значит кто-то извне вам прям помогает и все равно ее выпрямляет. Почему? Вся мышечная группа, то есть мышца должна проработаться от начала и до конца, от одного места прикрепления до другого места прикрепления. Если она не работает в полной мере, конечно, вот собственное усилие, например, просто грубо объясняю, это не совсем правильно с точки зрения анатомии, да, но с точки зрения по-колхозному для нас. Простого языка, да, вот представьте, вот она длинная мышца, да, вот она растянулась тут укоротилась. И вот есть вот такое движение. То есть какие-то волокна, грубо говоря, вот мы разделим ногу, что вот эта вот часть работает, а вот эта часть не может дальше толкнуть ногу, то есть не включается в движение. А вот эта часть прям сам он делает, он молодец, и все здорово. Но вот эта часть в этот момент ничего не делает, а мышца-то отсюда и до тюда, да, от колена до бедра или от бедра до колена. Что нужно сделать? Значит, он выталкивает, да,
А я, пока он продолжает думать, что выталкивает, либо пыжится, старается, я ее довыпрямляю. Возможно, даже это у Димы свободно нога уходит вниз, а возможно даже прям с усилием, но я ее все равно выпрямляю. Да. Потом, ну, здесь есть момент, помним про колено переразгибания, можем не довыпрямлять до самой точки, чтобы нога не выстреливала в переразгибание. Да, то есть оставляем ее в прямом. А потом опять взгибание приводим. То есть, когда у вас есть маленькое движение, лучше его разбить на два. То есть, это отдельное. Вот он начал сам, а дальше я помогаю разгибать. А сгибаю полностью я. Для чего? Для того, чтобы он сконцентрировался только на одном движении, только на выталкивании. И чаще всего, раз мы говорим про конкретного человека, который ты изначально сказал, он находится чаще всего в позе эмбриона, то есть это все к себе, да? То есть ваша задача выпрямить все работать на выпрямление. К себе и так хорошо. Из-за спастики, из-за вынужденного положения. И плюс еще что-то мышцы начали к себе еще включаться. То есть и так 5 вам за это, да? А вот на выпрямление 2, да, значит, что нам нужно? Это, знаете, как, если по физкультуре 5 и по математике 2, то есть золотую медаль вы не получите. Так и здесь. То есть нужно, значит, подтягивать тот предмет, по которому плохие оценки. Да? А этот предмет и так хорошо заходит. Его упускать не нужно. Но и, ну, как это сказать, сейчас не на него основное внимание. То есть ваша задача все выводить на растягивание. Выпрямить, раздвинуть ноги. Раскрыть руки, поднять их вверх, увести вот в сторону. Обратите внимание, я всегда поднимаю руки вверх. Если вы думаете, что это мне легко, мне это очень сложно, тяжело, и у меня болит все. Вы же поймите, раз у вас сюда вот все стягивает, вот в эту зону, да, то есть, грубо говоря, тело стягивает вас по этой линии, про которую мы периодически говорим, она идет от кончиков пальцев через все тело, через ваше тоже колено, бедро подтянуто и до кончиков пальцев ног. То есть вот эта вся линия должна растянуться. А если вы только растягиваете ноги, а при этом руки у вас к себе, корпус подкручен, вы лежите еще и на подушке, а не прямо, да? Очень часто бывает такое, мы занимаемся ногами, да, а пациент лежит на подушке полусидя. Да. Ну, это неправильно. Он должен лежать ровно, без подушки. И желательно руки подняты вверх. Если это очень сложно с этими руками. Вот я вообще... Оно больно, оно всегда болит. И самое главное, что я могу сказать. Все. Только через боль и усердие. Таблетки нет, не придумали. Если вы не выпрямитесь, не растянетесь и не сделаете глубину движения, ну, подумайте, как вы будете ходить, если у вас есть цель ходить. Если цели такой нету, а цель лежать в эмбрионе, тогда это все пропускайте. Дело в том, что со временем даже люди с травмой, которым там 15 лет, 20 лет травмы, я видела таких людей, да, которые уже привыкли к определенному образу жизни, у которых есть какие-то там 3-5 упражнений для того, чтобы просто себя, ну, в тонус слегка с утра принести. Растянуть кровушку. И то у них со временем, с вот этой вот травмой, там 15-20 лет, они их скрючивают. Да. В позу эмбриона. То есть они уже, когда ложатся, очень часто на массаж, массажисты рассказывают, они не могут перевернуться на живот. Потому что в какой-то момент времени они или забили, или упустили, или сначала растягивали тазобедренные и все ровно было, а потом просто все время находятся сидя в коляске, все время находятся лежа на боку в кровати, да, и за 15 лет им, ну, надоело там переворачиваться на живот, растягиваться, растяжки какие-то делать. И последние там лет 7 они этого не делали или не доделывали, и у них остается вот это вот присгибание. И чтобы сделать массаж на спине, человек переворачивается, а ему под таз подкладывают подушку, потому что у него просто недоразгибается уже тазобедренный сустав. Хотя изначально он разгибался, он делал растяжки, и все было здорово. Но в какой-то момент он устал. Да, он сказал, ай, хватит, и так все хорошо уже. Я уже привык к этому образу жизни.
Так вот, я об этом вам и говорю. А у вас, если начальный этап, если первый, второй год, там, третий, пятый, да, и вы вдруг, ай, не хочу, не буду, мне больно, когда-нибудь само выпрямится, не выпрямится. Скрючится больше, да, а выпрямится, нет, если вы над этим не поработаете. Я хотел все уже. Я умер, растянулся. И смотрите, вот я, допустим, неделю делал самостоятельные растяжки, да, без помощи, как говорит Катя, извне. Извне. Все, Катя сегодня приехала, я сразу говорю: Катя, давай меня растянем на валик. Потому что меня надо больше чуть-чуть растянуть. Ну, сейчас мне очень тяжело. Но я сейчас знаю, что сяду в коляску, мне станет легко, я буду сейчас кататься, и мне будет нормально. Да? Или вряд ли? Конечно. Прям покатишься. Вот так вот. И-ха! Да. Ну что? Потому что. Секунду. Загнулю. Ты хочешь, чтобы я съехал с валика? Нет, пока не хочу. Пока. Что ты хочешь? Развести колени. Ага. Ну, давай. На валике? На валике. Нет. Лягушечка. Толкаешь, я сейчас могу съехать с валика. Я же вроде в сторону толкаю, нет? Тянется все, капец какой-то. Так. В этой растяжке стопочки должны быть вместе. Чик, чик, оп. Что за поза у Дмитрия? Пишите в комментариях. Назовем Поза ее лягушки. на валике. На валике. Лягушка на бревне. Жабка на валике. И еще руки вверх. И Да, и я квар. просто могу скатиться. Да не скатишься. Все, у меня тянутся даже мизинцы на ногах. Кать, порвешь меха. Не волновайся, я аккуратно. Старые растянуты. Чуть-чуть вверх, скатываемся с валика. Опа. О, зато сейчас лежать кайф. Чудно. И еще дотягиваем то, что мы хотели. Разведение, сгибание. Да, как сложно все это. Ну, посложнее, да, такой уже тянуть надо, уже ты стараешься, да? Ну, сегодня да. Ну, сейчас уже легче. Вот первых несколько раз, да, так тяжеловато заходило. А сейчас уже нормально. Сейчас уже мягче пошло. Мягчее. Угу. Я устал, капец, у меня же даже голова болит, наверное. Но это не точно. Ну, что-то болит у меня. Что, что-то? Помимо всего тела, еще что-то болит. Ой, хорошо, так как. Что-то щелкает у меня, да? Пощелкивает что-то. Ну, мягкий такой щелчок. Не обращай внимания, не да? кость, не кость. Не хруст. Не хруст, просто щелчок. Очень похоже на сухожильный щелчок, но большой группы. Ну, то есть не палец, да, а колено, бедро, возможно, даже в тазу там что-то подщелкивает. Так, помним про скручивание, которое мы сейчас выполняем. Выполняют те, у кого нет пластин в грудопоясничном отделе, да? У кого есть, эти скручивания выполняют с прямыми ногами самостоятельно, никто извне не помогает. Сколько получилось повернуться, столько и хорошо. И уже как это, как макарон вареный. Тебе не кажется? Нет, не кажется. Подписчики наши сразу определяют, когда Катя никуда не спешит. Дышите, Дмитрий. Жопа тянется. Да, мы ее тоже потянем. Тянем, потянем. И попу тебе растянет. Хорошо.
я вот так каждое утро уже делаю. Наглажу, стопу кручу. Класс. Ну, сидя, правда, пока. Ну, хорошо. Заметно, да, видишь, как она лежала легко. Да. Легла сразу, как будто бы знает, куда ложиться будет. Что с ней сейчас делать буду? Что ты с ней сделаешь? Это вообще самый класс. То, что ты сейчас делаешь. Со стопой. Ага. Ну, вообще гореть начинает вся стопа. Походу там эти начинают дергаться сухожилия, потому что ну, пальцы-то особо не шевелятся. Ну да. Заклякши. Закляксы. Заклякши. Я вроде трохи стараюсь разминать, но не так профессионально. Конечно. О, хорошо тянется. И приводящие уже трохи у меня, да, так подшатались? Ну да. Я... Вот вам неделя. А за месяц, за три месяца все, я уже скрутил все в этот. Ну, если... Бараний рог, если Да. бы не занимался. Да. Да, и тут еще есть один нюанс. Делать как могу, это неправильно. Как это объяснить? То, что могу, то делаю. Это тоже неправильно. Надо чему-то учиться. То, что вы можете это делать, ну молодцы, делайте. А дальше кто будет учиться? Делать другое. Ну да. Это как, если рассуждать по этому принципу, что могу, то и делаю, да, то я думаю, что мы бы в жизни никогда ничему не научились. Да? То есть вот мы пошли Да. в школу, нас начинают чему-то учить, да, мы такие, мне это тяжело, вот что могу, то и делаю. Да? Что Ну, по и- телевизору рассказали, то и знаю. И вряд ли бы человек научился считать, читать, писать, да, потому что, ну, до этого же он этого не мог. Да. Не могу, значит, не делаю. Соответственно, как научусь? Никак. Слушай, у меня вот эта вот ягодица левая, она как-то, наверное, у меня или больше зажата, или что. Но вот когда ты растягиваешь, она как-то больше тянется. Или больше я чувствую. Может, ты просто чувствительность у тебя по ней больше. Может быть, кстати, да, скорее всего. Я устал. Катя, знаешь, сколько мы уже занимаемся с тобой? Как-то до хрена. Да. Это единица времени. Да. Много. Говорит, а много это сколько? Говорит, это иди и считай шпалы от Минска до Москвы. Ого! Так это еще только половина. Много. Давай скручивание. Начинаем. Расслабились и расслабились. Расслабились. Хорошо. Жопу потянуть. Какой-то вот это вот. Мне Надо. некомфортно. Надо, Дима, надо. Ну, а еще ж чувствительность по этой половинке больше, ты ж помнишь? Чика, да. Помнишь. А уже все, уже как веревки. Ну, Да, я вижу. кстати, вот это у меня меньше растянуто, чем это. Потому что я обувался все время одну ногу на ногу, а вторую уже скидывал с Ну, короче, обувался по-другому. Мгм. Теперь я две ноги бываю одинаково, чтобы была одинаковая растяжка. То есть, видите, на спагат тоже можно сесть. Ну, Было бы желание. Надо ли? Надо ли, да. Тут вряд ли. Но если прям поставить цель, чтобы обуваться, Ну, надо обуваться, надо... вообще цель это самообслуживание. да, чтобы никого не Пер- напрягать.
первая цель после получения травмы – это самообслуживание. То есть не то, что даже никого не напрягать, это, наверное, ну, так себе цель, да? Это чтобы быть независимым. Никого не просить. Да, чтобы быть независимым. Да. То есть чем дорожит человек в своей жизни? Чаще всего, Деньгами. любой. А? Деньгами. Ну, деньгами, а за счет чего? Да понятно, я Чтобы всё быть понимаю. независимым, да? Потому что человек почему хочет заработать много денег? Чтобы не думать, что купить поесть, как заплатить за жилье, сколько денег потратить на новые туфли. Независимость, она дает что? Она развязывает руки вашим родным и близким, они могут заниматься своей жизнью. Да и вам тоже. У них же жизнь тоже есть своя, они, может, хотят на работу, кто-то на рыбалку, так привязались возле вас и сидят. Поэтому это главная цель, а дальше больше. Да и сам, вот вышли домашние куда-нибудь в магазин, раз захотел в туалет, а пересаживаться не умеешь. Да, уже все. На коляску уже все, уже надо там думать, как это, памперсы, еще что-то. А если можешь пересаживаться с коляски, с кровати на коляску, из коляски еще и на унитаз, то спокойно сел, пошел там, Я могу посидел. сказать, да, стать самостоятельным – это 90% успеха. Это первоочередная цель. Или когда на начальном этапе руки не поднимаются после шейной травмы, да, Да. и нос чешется. Блин, засада, знаю, я помню это. Это вот самое первое Это при шейной капец. травме. То есть зачесалось лицо, зачесался нос, да, хорошо, когда дома Это вот кто-то это вот. есть. Я как вспомню, как пить хочешь. Сюда пластырем трубочку, в бутылку, эту капельницу. И чтобы как-то попить, вот это вот, поймать эту трубку и попить. Ну, то есть, ну, понятно. Это... А на самом деле это вот даже, казалось бы, простые действия, попить, почесать нос, да, это нужно поднять руку. Поднять руку это целое действие, это не просто рука, да, это лопатка, спина, грудная мышца, Да. бицепс, трицепс, потому что идет сгибание, разгибание, да, в запястье тут что-то повернуть надо, то есть предплечье работает, то есть это целый комплекс упражнений для того, чтобы просто попить. Да. Вот, да, то есть поэтому а дальше, когда вы уже этому научились, или когда, например, у вас там грудная травма и с руками не было таких проблем, то есть чаще всего люди, ну, немножко по-другому на это смотрят. Когда они перескочили какой-то этап, или им на этом этапе рядом с ними были близкие люди, которые прям вот, как это, знаете, как на руках внесли в это состояние, да, и поддержали, то потом, да, там и попить, и нос почесать всегда прям рядышком, и никогда не отходили, всегда была смена, то потом все равно придется самому нарабатывать это, вот это упражнение там какое-то, и думаешь, блин, зачем мне это упражнение? А вот человек ушел в магазин, а у вас нос зачесался, и рука не поднимается. Все? Да. Засада. Закончили. Закончили. Раз, два, три. Закончили упражнение. Да. О. Все. Конец. Кстати, ну, был вопрос у меня, мне лично писали, да, по поводу людей, которые занимаются с своими родными и близкими, как предохранить себя, да, так вот, в основном вы все берете нагрузку на поясницу, ну, на руки, на верхнюю часть спины, так вот такого плана корсет, это поясничный корсет с ребрами жесткости, получается, раз, два, три, да, две получается сзади, плотные с одной стороны, две палочки плотные справа, две слева, вот они. Раз, два, раз, два. И третья, она такая достаточно гибкая, она больше идет с боковой стороны. Это поясничный корсет, который рекомендую приобретать всем,
родственникам, у которых есть дома лежачие больные, которых надо переворачивать, там, мыть, купать, памперсы менять, помогать им в тренировках, потому что тем самым вы сбережете здоровье себе и сделаете гораздо больше помощи вашим близким. Да. Ну что ж, подошла к концу наша тренировка после Сейшел. Да. На этой неделе, к сожалению, больше тренировки не будет. Катя уезжает на повышение квалификации. Вот. Но разбавила так это. Да. Не было, и оп, Да, появилось. уже на следующей неделе, как начнем. Да. Оставайтесь с нами, занимайтесь вместе с нами. Думаю, что напомнила о каких-то правилах, да, которые будут вам важны и полезны и новичкам, и старичкам, в травме, и без травмы, в принципе, да. То есть занимайтесь собой, и будет вам счастье. Друзья, оставайтесь с нами на канале, делитесь видео, если было полезно, задавайте свои вопросы, мы будем стараться на них ответить, только более развернуто старайтесь, а то иногда Катя вообще не понимает, о чем речь идет, а я и тем более. Да. Мира ваш дом, мы вас всех любим, друзья, счастья вам, всем пока. Всего доброго.